Давайте напрямую. Зачастую вещи белого и серого качества — это мусор. Бесполезный лут, который при первой удобной возможности продается вендору или вообще даже не подбирается с мобов. Но есть и исключения. Есть вещи, которые даже являясь на первый взгляд ненужным хламом, на самом деле являются скрытым сокровищем, который дорого стоит на аукционе, пользуется спросом среди любителей необычных прикидов или может спасать хардкор игроков в самых сложных ситуациях. В общем, сегодня я поведаю о таких необычных и интересных вещах. Люди любят создавать необычные и красивые прикиды. Warcraft дает такую возможность, и на удивление есть целый ряд белых и серых вещей, которые пользуются спросом среди игроков. Допустим, яркий пример из старых времен — это красная маска Братства Справедливости. Во время прокачки игроки Альянса в Западном крае часто встречали представителей этого братства, и одна из их отличительных особенностей — это красная маска, закрывавшая часть их лиц. Она же была представлена игрокам не только в игре, а и на куче артов с важными и минорными персонажами этой фракции. А если говорить о сюжете, то участники братства носят эти маски, чтобы показать их скрытность и преданность, а их цвет символизирует кровь, которую пролили те, кто был угнетен знатью. Эти маски могли выпадать с небольшим шансом с кучей представителей Братства Справедливости, так что при желании получить вещь мог любой. А вот использовать могли маску только разбойники. Даже целеустремленные игроки Орды иногда не ленились и отправлялись в далекий западный край ради этого предмета. Он стал привлекательной вещью для разбойников даже в старые времена, несмотря на то, что предмет не давал абсолютно никаких значимых характеристик. В общем, внешний вид даже серых вещей решает. Ровно та же история с маской эльфа крови бандита, которая появилась в Burning Crusade. Никаких характеристик, зато прикольный внешний вид. В отличие от маски Братства Справедливости, это была чуть более проработанной, имела позолоченные края и узоры, а сюжетно использовалась разными персонажами эльфами крови. Только вот раздобыть вещь было чуть сложнее, чем маску Братства. По крайней мере для игроков Орды. Выпадала она только с эльфа крови бандита, который встречался в стартовой зоне Дренеев. Шанс дропа 7%. Но все равно побегать по острову ради предмета придется, ибо есть большой нюанс. Это не целый ряд мобов, а просто один NPC, который имеет кучу точек появления. Одновременно жив только один NPC за раз. В любом случае, внешний вид предмета побуждал игроков из дальних краев прибывать в начальную зону Дренеев и фармить эльфа-бандита. Еще грех не вспомнить розовые очки, после надевания которых повышается шанс оказаться в центре внимания. Ну, по крайней мере, именно так говорится в описании предмета. С этой вещью вообще приключилась забавная ситуация. Возможность купить эти очки красного вида у игроков появилась в самом конце дополнения Burning Crusade. Конкретнее в одном из финальных патчей незадолго до выхода Гнева Короля Лича. И стоили эти очки немало, 2000 золотых, что было не самой маленькой суммой золота в то время. Какие-то инженеры вообще имели куда более дешевую альтернативу с почти такой же моделькой. И вот разработчики тоже начали думать, что с ценой они перегнули. Поэтому через пару месяцев они решили уменьшить стоимость всего лишь в 4 миллиона раз. До 5 медных, если конкретнее. Иными словами, для тех, кто купил вещь сразу, как она появилась, произошел облом, и 2000 были выкинуты, считай, на ветер. На форумах даже были те, кто интересовался, не баг ли это. На это один из сотрудников компании в одной из форумных веток ответил, что нет, это не является ошибкой. А еще через несколько месяцев предмет и вовсе нельзя было купить. Разработчики убрали вещь со списка доступных предметов у NPC-торговца. Зато вещь можно было продавать на игровом аукционе, после чего цена медленно да уверенно начала расти, так как предмет остался только и только у тех, кто успел его приобрести в конце Burning Crusade и начале Гнева Короля Лича. Сейчас стоимость вещи может доходить до 800 тысяч золотых. Но, правда ради, как это часто бывает с редкими предметами, особенно старых времен, высокая стоимость не всегда равна большому спросу. Во время Burning Crusade появился еще один примечательный предмет – пронзатель глоток, который сначала был вещью зеленого качества, а позже был понижен до статуса серого предмета. Стоила вещь копейки, 5 серебряных, и ценилась игроками не из-за внешнего вида, а из-за характеристик.
Уже к моменту появления вещи в Burning Crusade определенную популярность обрели так называемые твинки 19 уровня. Игроки, которые ограничивают себя в прокачке, чтобы сражаться с другими игроками на условных полях боя на лоу-левелах, где куда меньше способностей, нагромождение разных вещей и прочего, чем на прокачанных персонажах. Пронзатель глоток был очень хорошим предметом для разбойников из Орды. Почему Орды? Потому что единственный NPC, который продавал вещи, находится в призрачных землях и был доступен только ордынцам. Только даже так, добыча вещи могла вызывать некоторые трудности. Вещь продается у торговца, но продажа ограничена. Вещь продается только по одной штуке за раз. А ждать, когда снова вещь появится в продаже, порой приходилось долго. По несколько часов, а если верить комментариям на Вовхеде, респавн мог превышать сутки. А это в случае гипотетической конкуренции лишь добавляло слой новых проблем. Но, думаю, оно того стоило. Так как это оружие было метательным, а в Пандарии этот тип вещей был убран, предмет удалили с продажи и сделали вещь серой и практически полностью бесполезной. Теперь давайте немного поговорим о квестовых наградах. Одна из цепочек заданий ванилы дает нам возможность получить спектральный сканер иных измерений. По сюжету заданий игрокам нужно побеседовать с несколькими персонажами, которые уже мертвы и чьи духи блуждают по Азероту. Но увидеть их просто так мы не можем, поэтому приходится использовать специальное устройство, которое позволяет видеть призраков. И концептуально вещь прикольная, даже побуждала игроков исследовать мир в свое время. Был небольшой ряд персонажей, который открывался обладателем спектрального сканера иных измерений. Первый — это гоблин по имени Гремник Скороскок. Когда мы с ним беседовали, мы узнавали, что он был замешан в неудачную инвестиционную авантюру, скажем так, которая закончилась для него плохо. Умершего воина-человека мы могли увидеть перед входом в Стратхольм. Он по совместительству был связан с целым рядом квестов. Еще бонусом игроки в одном подземелье могли встретить двух белок. Они не имели никаких уникальных диалогов или взаимодействий, просто являлись небольшой мелочью для тех, кто столь долгое время хранил вещь или использовал другие способности, чтобы видеть скрытое. Бодли, тоже связанный с цепочкой на этот предмет, вообще самый грустный NPC. Если поговорить с его призраком после завершения квестов, то он будет радоваться тому, что игрок вернулся и его не забыл. Ему одиноко. Несмотря на то, что в месте, где он тусуется, бывает много людей, они просто его не видят, поэтому ему тоскливо. Даже после того, как вся цепочка заданий на этот предмет была удалена, он по-прежнему стоит на месте и по-прежнему грустит о том, что теперь он один. Катаклизм удалил цепочку заданий на сканер иных измерений, и теперь вещь осталась только у тех, кто получил ее до выхода этого дополнения. В последующих дополнениях к Варкрафту появлялись и другие скрытые NPC-призраки, но на них вещь уже не работала, к сожалению. Но было бы круто, если бы разработчики продолжили развивать подобные предметы. Неоспоримую пользу игрока мог преподнести предмет Суперклей, который был доступен лишь игрокам Орды. Я про него когда-то уже рассказывал. Но можно сказать, что вещь обрела вновь популярность с появлением хардкор-серверов. В чем суть? Суперклей может на 10 секунд окутать в клее противника, что сделает его неподвижным. И это может выручить в самых разных ситуациях, но об этом чуточку позже. Получалась вещь только и только в одном задании – Растворитель в Дуратаре. В награду за квест давалось 10 штук клея. Так как квест нельзя было повторять, это все, что имел игрок до конца игры. Впрочем, так было не всегда. Если верить упоминаниям, в старых патчах ванилы вещь не привязывалась к персонажу, а следовательно ее можно было передавать или продавать другим игрокам. Даже были те, кто делал это массово. Применение суперклея было самым разным. Он мог засейвить от какого-то моба, от которого не просто убежать, или дать даже преимущество во время PvP сражений. В любом случае лучше было иметь этот предмет, чем не иметь вовсе. С обретением популярности хардкора вещь вновь начала пользоваться спросом, как минимум потому, что квест в Дуратарии все равно выполняется по ходу прокачки, по крайней мере орками и троллями, а предметы, которые могут засейвить, лишними не бывают. Вот этот игрок в степях начал сражаться с Раптором. Все оказалось хорошо, но Раптор оказался сильнее. Он слишком сильно продамажил игрока, а игрок не мог нормально пробить моба. Пришлось убегать. Игрок использовал клей, отхилился немного и добил Раптора. Почти та же история вот с этим человеком, только в другом месте.
На более высоких уровнях предмет тоже актуален. Этот чернокнижник не смог совладать с группкой мобов. Милик начал его догонять, а позади моба был еще и кастер. Чернокнижник был на лоу хп. Он использовал клей, отбежал, перегруппировался, законтролил противников и успешно их убил. В общем, это на первый взгляд бесполезная вещь из лоу-левел квестов смогла сэкономить игрокам не один десяток человека-часов. То же самое касается другого предмета – волшебной пыли. Она усыпляет противников на 30 секунд. Использовалась она как против мобов, так и против противников. Ванилья тоже стала полезным предметом в инвентаре на случай непредвиденных ситуаций. Разве что в гневе Короля Лича время сна против ПВП целей было уменьшено до 10 секунд. А добывалась волшебная пыль с элементалей, которых можно было встретить в западном крае. Шанс выпадения предмета с элементалей составлял примерно 5-10%. Вещь сравнительно легко фармить на более высоких левелах с минимальным риском откинуться. Как же использовалась эта вещь? Ну, если с мобами все понятно, тут принцип почти такой же, как с клеем, то вот в PvP сражениях все чуть интереснее, в особенности на полях боя. Этот охотник сражался с двумя игроками. Одного он усыпил с помощью волшебной пыли, а второго смог убить и забрать у него украденный флаг. После этого он вернулся к ранее усыпленному игроку и успешно его убил. А этот друид решил украсть флаг. Он подобрался к базе противников в невидимости, увидел врага, который стоял на платформе выше, и усыпил его. Далее, пока враг не одуплял, что происходит, он взял вражеский флаг и принялся убегать, пока паладин был вынужден ждать. В общем, ситуативно вещь может быть очень полезной. Да, не всегда ее удавалось применять идеально. Ролики с фейлами тоже есть, но все же, после выхода катаклизма, элементали, с которых выпадала волшебная пыль, были заменены на других мобов, и теперь получить предмет нельзя. Кстати, раз уж мы вспомнили PvP, давайте поговорим о снежках. Каждый год в игре происходит ивент «Зимний покров». В столицах появляется праздничное украшение, появляется ивентовый NPC. Можно по дешевке купить снежки, которые можно бросить в другого игрока. Это абсолютно безобидно. Проиграется небольшая анимация удара, да и все. Но так было не всегда. Прежде, в старые времена, снежки могли отталкивать игроков, в которых они попадали. И самое интересное, что это работало даже на полях боя. На Альтераке для этого был даже отдельный предмет – крепкий снежок, который можно было найти в сугробах по всей зоне. Они как раз специально были созданы, чтобы бесить врагов на полях боя и их отталкивать. Это в теории могло позволять сбивать косты неприятелей или даже их сталкивать. Но самое интересное, что вещь в определенный момент могла использоваться не только против врагов, но и против союзников. Это приводило к ситуациям, когда какой-то недобросовестный игрок мог подойти к тебе на мосту и сбросить тебя просто ради веселья, или помочь тебе упасть с холма. К сожалению, не так уж и много роликов сохранилось с применением этой тактики, но эта вещь неожиданно позволила троллям повеселиться по-настоящему. Но так как такие действия очевидно могли привести к саботажу собственной фракции, разработчики ближе к моменту Burning Crusade решили это понерфить. В заметках они написали, что теперь вещь не будет отбрасывать тиммейтов на полях боя. Одно дело это веселье товарищей где-нибудь в открытом мире, другое закидывание снежками на полях боя, где серьезность и сыгранность – залог успеха. А вот куда больше доводилось грустить охотникам. У охотников есть возможность приручать самых разных, диковинных, красивых или просто полезных существ. Одни дают полезные способности, другие просто выглядят клево. Но знаете, что бесит охотников больше всего? Когда их моба, которого они могли кемпить часами или даже днями, кто-то убивает. Возможно, даже не подозревая, что только что сделал. И разработчики об этом тоже знают. Поэтому в Катаклизме они решили ввести один забавный предмет – кристальную слезу верности. С описанием: желание стать верным компаньоном, превратившийся в бесценный кристалл. Падала вещь с гарантированным 100% шансом с разных редких мобов, которых могли приручать охотники. Это было что-то вроде награды для тех, кто намеренно или нет убивал редких приручаемых существ. Чем больше у тебя собрано таких вещей, тем меньше будут тебя любить охотники. В общем, даже хлам может оказаться сокровищем, которое заставит и улыбнуться, и всплакнуть, или даже поможет спасти тебя в трудной ситуации. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!